Надеюсь, меня слышно. Всем привет. Сегодняшнее спонтанное видео. Я решила, мне почему-то сегодня пришла такая мысль в голову, записать просто видео, просто мысли, без какого-то, там, не знаю, монтажа, вставок там и прочее. Просто какие-то там вопросы, которые меня, как всегда, волнуют в данный момент времени. И совместить приятное с полезным, с прогулкой по лесу и по полям. Здесь такая еще красивая картинка, мне кажется, сейчас осень. И, боже мой, какая погода. Потрясающая просто сейчас погода. Вот. Мысли какие? Мысли про воскресенье. Я уже как-то писала в своем телеграм по поводу воскресенья, что у меня изменилось отношение к воскресеньям. Знаете, вот это вот чувство, когда раньше вот я помню, у меня было такое ощущение, что типа, воскресенье это какой-то такой бесполезный день, это день перед понедельником, и на этот день обычно там ничего такого серьезного не намечалось, какие-то и вот каких-то вот дел таких особенных нету. Так, у нас здесь такие ездят мотоциклисты по полю, так что периодически снимаю такое. Вот они периодически здесь пылят, как в деревне, и шумят. Вот. Так вот, по поводу воскресенья, надеюсь, меня слышно. По поводу воскресенья. Раньше вот этот был такой день перед понедельником. То есть никаких дел особо, ничего. То есть ты сидишь и проводишь весь день ты проводишь в каких-то мыслях о том, что так, завтра понедельник, начинается рабочая неделя, выходные закончились, там, что-то такое, то есть уже какое-то настроение не то. Короче, в воскресенье ты находишься уже все в понедельнике, как будто этого дня вообще не существует. И особенно вечер воскресенья, это вообще, то есть ты сидишь и ждешь, когда наконец-то наступит этот понедельник, про который ты весь день воскресенья думал. И я тут осознала, что это капец вообще, это ужасно, проводить весь день вот в таких мыслях. И опять же, это про ненахождение здесь и сейчас. Смотрите, какой ветер вообще. Еще велосипед. Я сегодня вообще в другом месте немножко. Вот, поэтому, чтобы такое более динамичное какое-то видео получилось с картинкой меняющейся. Вот. Ой, такой ветер. Хотя я вышла, мне казалось, что нет ветра. Но здесь прям это. Слушайте, вот сейчас вот мотоциклисты проехали, велосипедисты проехали, люди катаются, отдыхают. Здесь такая вообще природа. И погода сегодня, конечно, вообще располагает к этому всему. Вот. Я раньше вообще, знаете, еще заметила сейчас, что раньше снимать себя на видео, когда кто-то ходит, там сразу раз камеру выключаешь, как-то как, не знаю, какое-то такое было стеснение, что люди подумают. Но это вообще отдельная такая тема для отдельного ролика, что подумают люди, когда ты там снимаешь что-то на камеру. Ой, это вообще просто, что же они подумают такое, да? Что они могут такого подумать? Так вот, про воскресенье. И я подумала, что проводить воскресенье в мыслях о понедельнике, это вообще как ужасно. Это капец как глупо, и как будто бы ты отрезаешь себе этот день, и у тебя, по сути, не 7 дней в неделю, а тоже 7, только у тебя 2 понедельника, да, то есть настоящий и тот, который ты себе создаешь в воскресенье. По крайней мере, у меня так было. Я это прям четко помню, что такие мысли у меня были.
И я поняла, что сейчас, и вот с какого-то времени я начала реально чувствовать воскресенье. То есть оно какое-то вот стало какое-то особенное. Это да, вот вообще каждый день особенный, да, и каждый день хорош чем-то своим. И тот же самый понедельник, я вообще в корне не согласна, почему понедельник там плохой день и так далее. Сейчас для меня как бы все дни не то что равны, но по сути в каждом что-то есть. Вот в каждом дне что-то есть. И я начала воскресенье проводить по-другому. Я делаю какие-то там свои дела. Я перенесла тренировки в спортзале на воскресенье. Я люблю в воскресенье что-то там приготовить, такое долгоиграющее, да, что требует какого-то длительного времени, там какой-нибудь, не знаю, первое, суп какой-нибудь или что-то такое, или испечь какой-нибудь торт. Это сейчас уже, такая, можно сказать, редкость, но в целом все равно это такие дни, когда это можно сделать, это вот воскресенье, это прям идеальный день для этого. Прогулки вот такие вот, да, с камерой, опять же, это тоже воскресенье. И каждое вот такое событие, которое происходит, я стараюсь делать с полной самоотдачей. Это не всегда получается, чаще получается, чем не получается. Смотрите, я обожаю, когда вот такое вот солнце вообще, это какое-то, я не знаю, чудеса какие-то, вот эти вот картинки потрясающие. Чаще получается, чем не получается, а получается тогда, когда ты именно отлавливаешь вот этот момент, что ты находишься сейчас, ты находишься здесь сейчас, ты находишься в моменте, и ты делаешь вот эти вот действия. То есть я сегодня утром поехала в спортзал, и я ловила себя на мысли, что у меня мысли уже поплыли куда-то в будущее, и я начинаю думать, что так, вот я когда приду со спортзала, мне надо будет там сходить в магазин, что-то там купить, потом что-то приготовить. И я уже поняла, что стоп, я уже не нахожусь ни в каком моменте, я не нахожусь в спортзале, я нахожусь уже в магазине, покупаю продукты. Или там дома, уже на кухне, там что-то готовлю. И вот главное вот это вот отловить вот этот момент, когда ты начинаешь уходить с текущего момента. Вот сегодня у меня это получилось, я вернула себя мыслями, так сказать, в спортзал, где я и была, и сосредоточилась именно на том, где я есть сейчас. И получается, что ты находишься вот в моменте ты находишься в спортзале, и ты делаешь все по-другому. И качество твоей тренировки совсем другое. И то, с какой энергией ты это все делаешь, это тоже все другое. И то, с каким вот настроением, вот все, тренировка идет сразу вообще по другому сценарию, абсолютно по другому настрою. И, соответственно, после такой тренировки ты чувствуешь удовлетворение. Вот ты чувствуешь, что ты сделал дело, что ты молодец, вот так можно сказать. И сейчас в очередной раз, я вообще не знаю, насколько получится длинным это видео, и кто вообще будет это смотреть, и кому это будет интересно, но мне просто вот захотелось вот так вот позаписывать просто мысли без набросанного такого плана, о чем я хочу сказать и так далее. Думаю, просто пойдет такой поток мыслей, что будет, то будет. Вот. И вот сейчас я собиралась, точнее, посмотрите, какое растение интересное. Это уже засохшее. Вот. И вот сейчас я собиралась, когда выходить из дома сюда, я уже так что-то, тренировка, уже там устала как будто бы, да, и ты думаешь, что да, вот я хочу как бы выйти, но вот мне что-то лень,
И внутри ты понимаешь, что если ты сейчас не пойдешь, не выйдешь гулять, то в конечном итоге ты как бы об этом пожалеешь. Пожалеешь, что ты не пошел. Пожалеешь, что ты не пошел. Потому что ты сейчас вместо того, чтобы идти гулять, ты будешь что делать? Сидеть дома, не знаю, там, что-нибудь смотреть, я не знаю, какое-нибудь там кино, сериал, там, не знаю, или так далее. Ну, то есть у тебя внутри все равно желание вот это есть выйти, и если ты себя немножечко, не то что заставишь, я не люблю вот это слово, а как бы, ну, вот перебороть вот эту лень и выйдешь на улицу, то тебя уже не вытащить отсюда вообще. Вот самое главное, это вот начать вот это вот первый шаг сделать, да, когда ты какое-то действие делаешь, тебе самое главное сделать первый шаг, а дальше уже посмотри, что будет. И вот я всегда знаю, что если я даже не очень хочу там сейчас, например, не то, что не очень хочу, то есть я хочу выйти, но это надо вот там, надо что-то собраться, да, там, как-то, в общем, куда-то пойти, вот какие-то действия сделать. И вот когда ты все-таки это делаешь, то просто как только ты перешагнул порог там подъезда, грубо говоря, да, то есть все, ты понял, что обратно дороги нет, что ты сделал все правильно, и вот сейчас начинается новое дело, новое приключение. Вот как со спортзалом я говорила, что качество тренировки становится другим, и когда ты выходишь и ты находишься здесь сейчас, а я нахожусь вот здесь сейчас, вот в этом лесу, там, поле такое, вот, то это совсем другое чувство, и совсем другое качество прогулки, качество каких-то получаемых эмоций, впечатлений, чувств, мыслей, осязания там, природы и вот этого всего. То есть это совсем, все идет совсем по другому сценарию. Вот это очень клевое такое тоже понимание, что ты не просто вышел для галочки погулять, а ты вышел погулять с какой-то, не то что с целью, но проводишь это время так, как ты хочешь, и оно получается именно качественным. Качественным получается только тогда, когда ты находишься вот в этом моменте, вот здесь, находишься здесь. Да, сегодня это вот такие какие-то у меня мысли по этому поводу. Кстати, по поводу спортзала, я вот заметила, что многие люди, которые занимаются в спортзале, они очень часто, там, кто-то в наушниках, вот очень много людей в наушниках на самом деле, кто-то смотрит видео, кто-то смотрит там какой-то фильм, там крутит педали на велотренажере, кто-то просто слушает музыку, там подкасты какие-то и так далее. Это все тоже как бы прикольно. Это можно сказать, что там вот человек там совмещает два дела, да, и обучается, и там накачивает там мышцы, занимается спортом и так далее. Для меня такой сценарий не работает. Это я пробовала, и для меня это не очень эффективно. Почему? Потому что это, ну, я не могу сказать, что это распыление как бы на два процесса, а это, если я занимаюсь на каком-то тренажере, если я в спортзале, то я хочу быть в этом вот полностью, да, вот с какой-то отдачей, погрузиться в это дело. И у меня всегда, я раньше, когда занимался с тренером, у меня вот ее слова в голове всегда стоят, что работаем. И вот я когда начинаю какое-то упражнение делать, вот у меня вот этот голос в голове, что типа не расслабляйся, ты вот сейчас должна сделать вот такое столько количества повторений, вот такой подход и так далее. А когда у тебя в ушах какой-то там аудиокнига или какой-то подкаст, или ты что-то там смотришь, то ты как бы и вроде и здесь, и не здесь, и ты не обращаешь внимания на то, что ты делаешь. По сути, ты просто как робот, как вот механические какие-то действия. Но опять же, это вот я все время говорю, что я говорю за себя. Вот. Для кого-то это работает. В
какие-то моменты это может работать какая-то такая, знаете, заводная мотивирующая музыка, и ты наоборот, у тебя прям вот энергия такая прет, и ты вот когда слушаешь такую музыку, какой-нибудь, я не знаю, там рок какой-нибудь или еще что-то, у тебя прям еще больше энергии появляется, ты больше можешь сделать. Такое тоже может быть. Поэтому опять каждый выбирает для себя, что ему комфортнее, как ему комфортнее выполнять те же самые действия, да, тот же самый спорт, то же самое упражнение можно сделать по-разному, с разным настроением, с разным подходом. Вот, ну, мы про это уже говорили. Вот, поэтому вот такие мысли у меня. А что касается воскресенья, я говорила, не помню, в каком-то из видео, в прошлом, может быть, видео, когда ты вот делаешь одно дело, ты понял, что вот это дело, оно завершилось, и у тебя такое вот, ну, какое-то, не знаю, моральное удовлетворение внутри, и ты потом начинаешь другое дело, и ты не думаешь про то, что у тебя еще куча дел впереди, а ты делаешь только вот то, что ты сейчас делаешь. И вот при таком подходе я еще обратила внимание, что у тебя получается выполнить больше дел, чем когда ты себе сразу там напланировал миллион там каких-то дел, вот этим стикером там себе отмечаешь и галочки, что я вот это сделал, и ты постоянно думаешь, так, я вот это сделал, сейчас мне надо вот это еще, так, пока я вот это делаю, сейчас мне надо вот это еще. В итоге как-то теряется вот это вот качество выполненного действия, и ты вроде что-то сделал, а в итоге какого-то вот этого удовлетворения вот от сделанного именно дела как будто внутри нет. Вот. Поэтому для меня очень сильно работает вот это нахождение в моменте, нахождение вот именно в тот момент, где я есть сейчас, здесь сейчас. Вот, это прям очень такая классная тема для меня. Вот, наверное, это все, что я хотела сегодня сказать. Вот такой вот получился, не знаю, аудио подкаст, не подкаст. Скажите в комментариях, насколько вам вообще интересны вот такие видео разговорные, просто когда я что-то... Это называется, знаете, поток мыслей. Вот, поток мыслей. Вот, если это кому-то интересно, может быть, кроме меня, вот, то дайте знать в комментариях. Вот, могу вам еще показать немножко такого, где я нахожусь. Такой вот а-ля лес, поле. Уже такая, знаете, осенняя, береза такая посередине стоит. Осенняя такая природа. Сегодня где-то 25 градусов. Ну, потрясающая погода для сентября, конечно, это вообще. Вот, тут вот какие-то уже такие подсохшие немножко растения. Вот, всякие такие прикольные, разные. И я еще, когда ходила с макро вот этим объективом, я вот пофоткала, и потом ты приходишь и осознаешь, что это как будто какие-то вот вещи, как будто с другой планеты, вы знаете, вот. Как будто это не где-то рядом с домом растет вот этот листок или растение какое-то. Это прям тоже очень интересно. Все, на сегодня тогда я буду завершать это видео. Не знаю даже, как его назвать. Просто воскресные мысли или типа того. Все, всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока.